Ребята, мы в Аргентине, находимся в Буэнос-Айресе. Почему все выбирают эту страну? Почему сюда так много приезжает русскоговорящих людей? Я буду рассказывать в этом ролике, почему мы с женой решили переехать сюда. Также расскажу вам, какими авиалиниями можно сюда прилететь, какие нюансы и много всего интересного. Поэтому смотрите, ролик будет крайне полезен. Те, кто хочет переехать в Аргентину. Всем привет! Сейчас мы гуляем по центру Буэнос-Айреса. Хочу вам рассказать вообще, почему мы решили приехать в Аргентину. Ну, во-первых, здесь, насколько мы знаем по всяким видосам, мы перед тем, как переехать сюда, посмотрели очень много видосов, пообщались с людьми, и говорят, что здесь очень классно и комфортно жить. Здесь очень много иммигрантов. Как, например, в Канаде, как в США. То есть это просто страна иммигрантов. Поэтому здесь вообще никаких нет проблем для того, чтобы освоиться. Что мы уже почувствовали на себе, это то, что местные не очень сильно знают английский язык и говорят все на испанском. Но испанский язык – это третий в мире язык вообще по распространенности, поэтому если вы его выучите, это вам будет только плюсом. Сможете общаться в большей части европейских стран, Латинской Америки и в США. В США очень много испаноговорящих людей. Вот, мы сейчас пришли, здесь очень классный вид. Мы смотрим какой-то, типа, я даже не знаю, памятник какому-то очень значимому чуваку. Надо обязательно выяснить, что это за чувак. Вот. Следующее, что я хотел рассказать, это перелет. Мы, например, летели из Турции, с Анталии, летели через Стамбул и летели эфиопскими линиями. Эфиопские линии вообще классными оказались. Я думал, мы полетим реально на каком-то кукурузнике и буду переживать, что вообще долетим или нет. Но в итоге все классно получилось. Летели, кормили вообще просто бешено. Мы с женой просто офигели, как классно эфиопские линии кормят. Вот сейчас ветер, возможно, немножко задувать будет микрофон. Вот, в общем, перелет у нас был через Аддис-Абебе, то есть из Стамбула мы улетели в Аддис-Абебе. В Аддис-Абебе у нас была пересадка несколько часов, и потом мы полетели в Сан-Паулу, в Бразилию, пальчик. В Сан-Паулу мы буквально сделали дозаправку, то есть мы не выходили из самолета, просто часик посидели, дозаправили самолет, и потом мы прилетели в Буэнос-Айрес. В Буэнос-Айресе мы специально остановились на несколько дней, чтобы вам поснимать контента, поснимать вообще, как все здесь устроено, какой город. Мы абсолютно ничего про него не знаем. Можно сказать, приехали, поверив тем людям, которых мы смотрели на ютубе. Вот сейчас сами ходим, изучаем все это. Вообще, в целом, ощущение такое, что мы находимся где-то в центре Европы. Очень похожая архитектура, очень много европейской внешности людей. Это вообще удивительно. Мы думали, что сейчас здесь одни латиноамериканцы будут, но их здесь практически нету. Даже я больше уже на латиноамериканца похож, потому что люди с самолета мне говорят, что я похож на какого-то португальца. Молочные поля, да, надо убрать? Вот, много иммигрантов. Отличное отношение местных к беременным женщинам, вообще в целом к женщинам и к детям. Очень любят детей. Классное ведение беременности. Соответственно, если люди любят детей, значит, здесь все сделано для того, чтобы комфортно их и воспитывать, и рожать, и вообще в целом наслаждаться жизнью в этой стране. Расскажу немножко про вещи, которые связаны с самими родами. То есть вы сюда приезжаете, можете приехать по туристической визе, вам для этого вообще ничего не нужно ни за что платить. Берете билет, приезжайте сюда. Если у вас жена в положении, соответственно, подугадайте так, чтобы рожать там в течение ближайших 2-3 месяца. Приезжаете, ищите клинику. Вы можете рожать как в частных, они платные клиники, так и в государственных, они бесплатные. Прикол в том, что врачи, которые работают в платных клиниках, они же работают и в бесплатных. У них такая система, что врачи должны обязательно отрабатывать какое-то определенное количество часов, чтобы все было у них окей. Короче, у них такая система. В общем, крутые врачи работают и в бесплатных клиниках. Соответственно, роды
будут принимать тоже квалифицированные крутые врачи. Кстати, о врачах. Очень часто врачи проходят практику в американских клиниках, ездят по обмену, обучаются, так что у них уровень компетенции очень крутой. Об этом говорят, кстати, наши иммигранты, которые уже сюда приезжали, рожали, и у них все окей. Они говорят, что уровень суперский, ничуть не хуже, чем в США. Про жилье. Вообще, скажем так, что мы сами еще только ищем жилье, мы только приехали, мы вообще движемся в Кордобу, будем жить в Кордобе, поэтому про Буэнос-Айрес вообще мы можем только как-то по слухам людей рассказывать, что здесь в целом можно снять в не очень крутых районах от $500 квартиры, в более безопасных, в более таких уже современных квартирах хай-тек формата там уже от $1000. Поэтому те, кто хотят жить в Буэнос-Айресе, рассчитывайте, что здесь подороже. Если в ту же Кордобу вы поедете, там процентов на 30, на 40 даже подешевле квартиры будут. Это имейте в виду. По еде тоже мы не особо, мы здесь всего лишь 2 дня. Могу сказать, что по еде мы вот зашли в какой-то супермаркет, купили немножко фруктов, попробовали после Турции. Вообще замечается, что в целом фрукты не уступают, а где-то даже и вкуснее. Поэтому с фруктами здесь все окей, разнообразие огромное. Кстати, очень удивили яблоки, они такие натертые, как, не знаю, они очень блестящие, и кажется, что они какие-то искусственные. Но мы попробовали с женой, и нам очень понравилось, они были очень классные. Яблоки, мандарины, всякие там дыни, бананы, всего куча. Короче, с фруктами у них здесь все окей. Хотя сейчас зима вообще, то есть как бы не сезон. Возможно, в сезон будут какие-то другие фрукты, разнообразие будет еще больше. Едем дальше. Пойдем сменим локацию вдруг. Сейчас я вам расскажу немножко поподробнее. Так, все, звук пишется. Поподробнее о том, как мы проходили в аэропорту, вообще садились на эфиопские линии, да, в Стамбуле. Вот мы, как я уже сказал, мы летели эфиопскими линиями, и началась приколюха вся со стойки регистрации. Во-первых, мы туда подошли, там было огромное количество людей просто, и мы были одни из самых белых людей там, хотя я не настолько белый, но я был один из самых белых. Там были все черные. Уж простите меня, ребята, черные латиноамериканцы, да, ну или как африканцы, вот точно, не латиноамериканцы. В общем, мы стояли на стойке регистрации, ожидали своего часа, своей секунды, когда мы подойдем и будем отдавать багаж. А пока мы там стояли, к нам подошел сначала сотрудник и спросил, типа, ребята, куда вы летите, все такое, спросил у нас про обратный билет. Вот. Мы, соответственно, сначала такие думаем, ну, просто спросил, да ушел. Потом подходит другой сотрудник, спрашивает то же самое и просит показать обратный билет. Мы показываем обратный билет. Кстати, ребята, нам не повезло, нас реально выручил обратный билет, потому что они его не просто посмотрели и ушли, они его отфоткали, возможно, они его пробивали в системе, то есть был контроль нереальный. Потом ушел чувак, пришел другой чувак и начал очень злобно со мной разговаривать. Я подумал, что я какой-то преступник и просто пытаюсь сбежать там с чем-то в багаже, то есть какое-то преступление совершил. Ё-моё, милая, давай еще раз. Неужели так все плохо? Короче, ко мне подошел такой очень серьезный мужчинка и начал со мной разговаривать на таких серьезных тонах, на серьезных щах. Я реально подумал, что я какой-то преступник и что-то провинился. Он просто психологически меня съел. Он попросил меня, соответственно, показать ему обратные билеты. Я начал нервно доставать. Стоп, про обратный билет другой чувак. Я ему показывать начал свой номер в отеле. Он попросил, говорит, где вы остановитесь, покажите. А у меня не было забронировано на тот момент отеля, потому что у нас проблемы были с бронирования в букинге. Кстати, эту проблему я чуть позже расскажу, в чем она заключалась. Так вот, он попросил меня показать туда, куда мы поедем, в каком отеле мы остановимся. То есть адрес его интересовал. Хорошо, что я до этого просто сделал скриншот какого-то левого отеля, показал ему, он посмотрел, учитывая, что это был скриншот, он взял мой телефон и почти начал скроллить. То есть, когда ты скроллишь скриншот, ты понимаешь, что это фотография, это не приложение, и, соответственно, он бы спалил, и, наверное, были какие-то проблемы. Он в итоге нажал вот так пальцем, потянул, и, в общем, ему было этого достаточно, и он от нас отвалил. Короче, немножко тут повезло. В общем, те, кто летит эфиопскими авиалиниями, будьте внимательны, реально вот контроль жесткий. И это, кстати, было в Стамбуле. Получается, значит, не эфиопские авиалинии виноваты, а стамбульские, да, турецкий контроль.
Все-таки эфиопские. Хорошо. Далее. Рассказываю, в чем были проблемы с букингом. Лайфхак. Если вы хотите за границей снимать отели, апартаменты или что-либо еще через букинг, то обязательно заводите почту, зарегистрированную в другой стране, не в России. Если вы из России, у вас будут проблемы, вы не сможете забронировать какой-то отель, с чем я и столкнулся. Хорошо, что моя жена, она зарегистрировала свою почту в Турции, и в итоге мы с помощью ее букинга забронировали без каких-либо проблем. Так, ребят, сейчас я хочу вам рассказать про саму процедуру, когда мы сдавали свой багаж эфиопскими авиалиниями. Прикол был в том, что, например, когда мы летели из Анталии в Стамбул, прямо по килограммам считали, то есть были какие-то придирки небольшие, но все равно решилось позитивно для нас. Когда мы эфиопскими авиалиниями летели, мы поставили свой багаж, у нас был дикий перевес, у нас один чемодан весил 27 килограмм, даже больше 27 килограмм, и когда мы туда поставили, я думал, что он еще такой чувак был, короче, немножко у него лицо было суровое, я думаю, сейчас он предъявит нам за это. Но нет, он просто наклеил свои эти бирки, и все, никаких проблем не было. У нас еще был оверсайз багаж, это габаритный багаж, такой большой был. Вот, с ним были проблемы, когда мы из-за Анталии летели в Стамбул, нас забрали этот багаж и сказали нести его в габаритный багаж, то есть он отдельно там проходил эту процедуру. Здесь же все окей, все так же положил, эфиопские линии, им было вообще все равно на килограммы, на вот это. У нас был перевес по ручной клади. У нас ручная кладь была 13 килограмм, хотя 8, по-моему, только доступно, да, эфиопскими линиями. Тоже вообще никто ничего не смотрел, поэтому эфиопы крутые, они круто кормят, им все равно на ваш багаж, на килограммы, на перевес. В целом очень довольны остались. Кстати, и сервис тоже классный. Ну и плюс вы очень сильно выделяетесь среди темнокожих ребят, их там вообще просто... те, кто полетят эфиопскими линиями, вы прекрасно нас поймете, потому что это просто какой-то другой мир вообще. Так, резюмируем. Эфиопы очень крутые, классный сервис, плевать им на ваш багаж, на перевесы и все такое, не заморачивайтесь сильно, если там килограмм-два, ничего страшного. Но есть нюанс, это жесткий контроль по поводу обратных билетов. Вот как оказалось, обратные билеты, ваша цель визита, особенно если вы в Аргентину летите с беременной женой, обязательно они до вас докопаются. В общем, ребята, имейте это в виду, те, кто полетит, вот такие вещи могут с вами случиться. Но в целом, если вам нечего скрывать, то все окей, для вас закончится. Ребят, классный вид, а если классный вид, значит полезная информация. В общем, рассказываю про то, как мы с моей беременной женой, пересекали Атлантический океан и вообще какие нужны для этого документы, чтобы реально приехать в Аргентину и рожать здесь ребенка. В общем, первое, начну с того, что все зависит от вашего срока. Если ваша беременная жена, ее срок беременности больше 28 недель, то вам обязательно нужна будет справка от врача. Нужно будет сходить к врачу, взять справочку. Например, если эфиопскими вы также летите линиями, то вам обязательно нужно будет справку, которую вы возьмете на официальном сайте эфиопских авиалиний. Там их две справки. Одна заполняется врачом, а одна заполняется вами вручную, то есть от руки. Вот, все эти справки нужны будут для того, чтобы у вас не было проблем при посадке в самолет. Теперь я вам немножко расскажу о том, как мы со своим оверстеем вообще разбирались в аэропорту. Я напоминаю, мы летели через Стамбул. В Стамбуле в терминале А, вам нужен обязательно терминал А, есть свой ГЕЧ. То есть миграционная служба, которая вот как раз-таки вот этих вот оверстейщиков и обслуживает, да. Что было, как было в нашем случае? В общем, мы после того, как сдали багаж, пошли к сотруднику ГЕЧа и взяли талончик, пошли к нему, подошли, он сказал нам, у нас вылет был, я напоминаю, у нас вылет был в 12 часов 10 минут, то есть ночью, грубо говоря, ночью у нас был вылет, и нам сказали, как только вы получите посадочный талон, вы к нам возвращаетесь, и дальше мы уже будем узнавать, будет ли у нас какой-то штраф или нет. Соответственно, было время 8-9 часов.
часов. Мы пошли, взяли посадочный талон, вернулись к этому сотруднику ГЕЧа, подошли к нему вот по этому талончику. Там, кстати, уже было очень много людей. Мы дождались своей очереди, подошли, отдали ему талончик, и он там что-то посмотрел на компьютере у себя и говорит, что ничего нам платить не нужно. Кстати, напоминаю, что у нас оверстей был около 4 или 5 даже месяцев. Насчет отказа, как у нас было? То есть у нас ВНЖ было до апреля, до конца апреля. Мы подались на второе ВНЖ, на продление ВНЖ, нам отказали где-то через 3-4 недели примерно, в начале июня нам отказали. Мы, соответственно, прожили еще 3-4 месяца по оверстею. Мы специально не получали бумажку эту с отказом в ГЕЧе в Анталии, потому что мы, соответственно, боялись каких-то таких последствий. Мы не знали, как все это работает, поэтому мы не торопились получать отказ. После того, как мы уже купили билеты в Аргентину, мы уже знали, когда мы улетим, буквально за дней 10 мы уже пошли в ГЕЧ, получили отказ, вернули госпошлину, написали заявление о том, что госпошлина возвращается, поехали в налоговую, там, соответственно, у нас процедура возвращения госпошлины произошла, и мы просто ждем, когда нам на карточку вернут наши денежки. Вот, кстати, еще небольшая ремарка. Если у вас не было турецкого счета, да, не было банка, то, к сожалению, вы госпошлину не сможете вернуть, потому что она возвращается не наличкой, а вот именно на вашу карту турецкого банка. Еще я хотел бы вам рассказать про страховку, как мы ее возвращали. В общем-то, за страховку мы заплатили 2200. Это было примерно на момент апреля, где-то даже пораньше. Да, это на момент было апреля 2023 года. Мы заплатили 2200 за двоих. После того, как мы получили отказ, мы, соответственно, решили вернуть деньги за страховку. Я написал своему страховщику, я с ним очень хорошо лично знаком, написал ему в WhatsApp. Он сказал, что я запрошу сейчас возврат денег за вашу страховку в страховой компании. Если они как бы вернут, то все окей. В итоге он мне отвечает где-то через неделю, после того, как я запросил возврат денег. Он говорит, что Макс, типа, все окей, вернут деньги, но не все. Вернули только 1400. То есть примерно 40% они оставили себе. Вот. Но, тем не менее, часть денег вернули, что, собственно, приятно. Да, и еще, кстати, такой нюанс, что чтобы вам вернули деньги за страховку, вам обязательно нужно получить отказ в ГЕЧе. То есть такая бумажка о том, что у вас остается 10 дней на вылет, вы получили отказ по ВНЖ, вы эту бумажку берете, отдаете страховщику данные, можно не обязательно лично передавать в WhatsApp, я ему просто отправил и все. И тогда вам денежки могут отправить. Но опять же на турецкую карту. Еще хочу, друзья, поделиться просто своими впечатлениями о том, как я себя ощущаю сейчас в Буэнос-Айресе. Вот буквально 2-3 дня прошло после перелета. Мы были в жаркой, знойной Турции, да, она тоже очень похожа, тоже пальмы, тоже море. Здесь же в Буэнос-Айресе пока мы море не видим, мы ничего не доехали до океана, соответственно, здесь океан. Но я просто хочу с вами поделиться эмоциями, которые я получаю, просто гуляя в парке. Вы посмотрите, какая классная красота. Это вообще невероятно. Какие огромные, массивные, красивые деревья. Здесь потрясающая природа. Мне пока все очень нравится. Я очень люблю природу, очень люблю разнообразную растительность. И мне дичайше здесь кайфово от того, что здесь вот так вот круто и красиво. И еще при том, что вокруг окружает тебя европейская такая вот архитектура. Ох, какая красота! А подсними птичку. Можешь позумить даже немножко. В общем, рассказываю немножко про деньги и про отели, про недвижимость, которую можно здесь снять в аренду. В общем, мы приехали с женой, первую ночь мы сняли апартаменты. Так как мы очень сильно устали, мы приехали вечером, мы сняли, соответственно, что было доступно нам, мы сняли апартаменты. Цена на букинге, напоминаю, что мы сняли через букинг, через аккаунт жены, как я уже говорил, через ее почту. Мы сделали аккаунт ей и забронировали на букинге апартаменты. Приехали ночью, заселились, нас встретил такой очень такой специфический аргентинец, чувак очень был такой любопытный, все расспрашивал. Я так понимаю, он немножко просто втирался в доверие, так сказать, пощупывал нашу психологию, чтобы финальный оффер нам сделать цены за эти апартаменты. Так вот, мы зашли в наши апартаменты, все было так же, как на картинках, все окей было, кроме цены. Цену мы, насколько я помню, по-моему,
в районе 60 или даже 60 тысяч песо, местных денег, напоминаю, стоимость этих апартаментов за 2 ночи. И когда мы уже заселились, пришли туда с чемоданами, все, он говорит, типа, нужно платить даже 98, по-моему, он посчитал, 98 тысяч песо. Я у него спрашиваю, почему? Он говорит, ой, типа, ля-ля-ля, у нас курс там, настоящий курс, он такой-то, а по факту курс он намного больше, поэтому нужно в 2 раза больше практически платить. В общем, он поломался, я говорю, типа, ну, сделал вид, что, ну, это какой-то булщит, типа, ты мне, по-моему, вешаешь лапшу на уши. Он такой сразу, типа, окей, так как ты не знал, я все понимаю, ты уставший, типа, давай 84 тысячи. Ну, я с женой так друг на друга мы посмотрели, такие, типа, мы вот так устали, мы 2 с лишним суток не спали, просто хотели выспаться, вообще понять, где мы находимся, другой континент, другая вообще атмосфера, другой язык, и все хотелось просто вот выспаться и уже оклематься. Поэтому мы заплатили ему 84 тысячи и, соответственно, заселились, выспались, все такое. Рассказываю, какую ошибку мы совершили. В общем-то, мы сняли апартаменты, и нам просто попался не очень добросовестный хозяин этих апартаментов. Вот. И учитывая нашу ситуацию, он понял, что мы вечером приехали, что сейчас сложно где-то что-то снять, он просто попробовал нас нагреть. Поэтому рекомендуем вам снимать отели, а не апартаменты, особенно когда вы только приезжаете. Отели будут, может быть, чуть подороже, но зато вас не нагреют, хотя это не факт, что подороже, потому что в итоге мы потом сняли отель, и он оказался даже дешевле, чем эта квартира изначально по стоимости. Вот. Что касается денег, большая такая ремарочка по поводу того, что вы видите цены на букинге. Когда вы заезжаете, по факту они всегда будут чуть повыше, потому что курс песо, он очень сильно обесценивается, буквально каждый день относительно доллара он обесценивается. Поэтому, если вы забронировали, например, в букинге отель, неважно, апартаменты, там за 3-4 дня, будьте готовы, по факту, когда вы будете заселяться и оплачивать за этот отель, цена будет немножко выше. Ну, не прям как вот мы переплачивали, там, где нам почти в 2 раза выше цену, ну, там процентов, может быть, на 5, на 10 даже, может быть, повыше. Все зависит от того, насколько раньше вы сняли вообще отель в букинге и заехали потом. То есть эта разница в курсе может быть, там, если вы за 2 недели, то, соответственно, обесценилось еще сильнее. Если там за 3 дня, то, наверное, плюс-минус такая же стоимость и будет. Еще хочу поделиться своим опытом о том, как мы со своей женой первый раз пошли в какой-то гриль-бар, ресторан, поесть мясо, знаменитого аргентинского мяса, про которое мы наслышаны. Мы пришли, нам ребята посоветовали одно заведение, они там были, им все понравилось, мы туда тоже, соответственно, пришли. Кстати, я в описании там оставлю название этого заведения, геолокацию, поэтому кому будет интересно, обязательно приходите. Но у нас был там небольшой инцидент. Мы когда пришли туда и заказали себе еду, покушали, было все потрясающе вкусно, очень галантный молодой человек нас обслуживал, все было замечательно, мы очень радовались вкусу, сервису и вообще в целом атмосфере, которой мы просто кайфанули. Но вот когда пришло дело до оплаты, опять же начались какие-то непонятки, учитывая, что мы только приехали, мы ничего не знаем. В итоге, короче, мы наели где-то 15 песо на двоих. Мы взяли мясо и взяли пасту с тыквой, и там очень много всяких разных сыров было. Короче, было очень вкусно, на двоих мы просто объелись. Взяли еще, кстати, имбирно-лимонный сок. Короче, было все потрясающе вкусно, но когда мы уже начали рассчитываться, то есть он нам принес чек, там было около 15 тысяч песо цена, мы достали эти 15 тысяч, положили портмоне, я не знаю, как вот эта штука называется, куда кладут чек, и он потом нам сказал, типа, ой-ой-ой, надо еще, типа, доплатить 2200. 2200 – это 15% от суммы, он взял калькулятор, посчитал, что 15% от суммы еще, типа, какой-то налог. Я в тот момент подумал, что, ну, реально может быть, потому что рядышком Америка, в Америке все, когда вы оплачиваете по факту, всегда накидывается вот этот НДС сверху. Я думал, что Аргентина плюс-минус такая же система, поэтому особо не обратил внимания, думаю, так еще на жену посмотрел, думаю, ну, наверное, такие обычаи, типа, вот. А потом ребятам пишу, говорю, ребята, а вы платили, типа, налог в этом же заведении, где вы кушали? Они поржали, но сказали, типа, вас, походу, развели, никакого налога там платить не надо. В общем, такой вот опыт с ресторанами, с едой был.
был у нас первый. Ничего страшного, мы не обеднели, но зато стали немножко умнее, получили опыт и рассказываем его вам, чтобы вы тоже не попадались в такие ситуации. Поэтому имейте в виду, никакого налога в Аргентине нету, это не Америка.